Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о ставках на спорт, а именно какие виды ставок самые популярные и как пошагово сделать ставку. Итак, что такое ставки на спорт? Ставкой на спорт называют пари между букмекерской конторой и игроком. Результат пари – это выигрыш или проигрыш. Для примера возьмем классический случай пари на победу одной из команд в каком-нибудь спортивном событии. Ты делаешь ставку на то, что победит команда А. Если команда А побеждает, то есть ты угадываешь, то победа твоя. Если нет, то ты проиграл. Естественно, каждая ставка осуществляется не на интерес, а на реальные деньги. Поэтому ставки на спорт – это азартная игра, в результате которой игрок, то есть беттер, выигрывает либо проигрывает определенную сумму денег. Букмекерская контора – это заведение, которое организует пари, то есть азартную игру, и предлагает варианты ставок на определенные события с набором коэффициентов, на основе которых будет осуществлять подсчет выигрыша, если же, конечно, игрок выиграет. Например, если беттер угадал, что команда А выиграет, то выплату выигрыша он будет получать в соответствии с коэффициентом, который известен заранее, до ставки. Допустим, если это 2,0, то ставку умножаем на этот коэффициент и определяем выигрыш. Букмекеры зарабатывают на ставках за счет маржи, которую закладывают в коэффициенты. Обычно это 10-15% от коэффициента. Если коэффициент чистый 2,0, то букмекер предлагает коэффициент 2,1-2,15. На этой разнице и складывается доход букмекерской конторы. Важно знать, что букмекер всегда выставляет коэффициенты так, чтобы получить доход. На данный момент принято разделять букмекерские конторы на два типа. Первое – букмекеры с низкой маржой, то есть это букмекерские конторы, которые получают прибыль от оборота, и им без разницы кто, куда и сколько ставит. С такими БК и любят работать профессионалы. Из минусов у них совсем узенькая линия и мелкая роспись ставок. За все надо платить. Второе – фундаментальные букмекерские конторы. Это букмекерские конторы, которые зарабатывают не с оборота, а с проигрыша игроков. За это они дают хорошие линии с отличной росписью, вкусные коэффициенты и возможность осуществлять ставки лайв. Такие БК любят новичков и средних игроков, кто не ставит задач заработать на ставках. Зато очень не любит игроков, кто делает вилки или разбирается хорошо в спорте. Они им режут максимум ставок или блокируют аккаунты. Какие бывают виды ставок на спорт? Есть множество видов ставок, десятки и сотни. Почти для каждого соревнования букмекеры составляют подробную роспись и событий, которые могут произойти в течение матча. Вид первый – исход спортивного мероприятия. Этот тип ставок наиболее близок к большинству игроков. На исход ставят новички и опытные гандикаперы. Здесь все ясно, вы отвечаете на вопрос, кто победит, и ставите на этот исход. Вид второй – тотал. Еще один популярный вариант ставок. Игрок прогнозирует, какое количество шайб, мячей и очков будет набрано в матче. Ставит как на общее количество, так и на число очков, набранное одной из команд. Есть гандикаперы, которые специализируются исключительно на тоталах. Изучают статистику, анализируют игровую и физическую форму нападающих, обращают внимание на погодные условия и состояние поля и тому подобное. Вид третий – двойной шанс. Ставка на два исхода сразу. Первое – на победу и ничью одной из команд. И второе – на победу или поражение. Выглядит это как 1х, то есть ставку на победу или ничью первой команды, 2х – ставка на победу или ничью второй, 1-2 – ставка против ничей. Вид четвертый – фора. Этот вид пари разработали с целью уравновесить шансы на победу в поединках, неравных по силам соперников. Букмекеры предпочитают давать на матчи не целочисленные, а половинчатые форы, что исключает вероятность возврата средств. Ведь половина мяча в футболе забить невозможно. Используется также нулевая фора, фора 0. В этом случае игрок страхует свою ставку на случай ничей. Если поединок не выявил победителя, игроку возвращают его деньги. Вид пятый – тайм-матч. Игрок пытается определить и сам исход матча, и победу команды в одном из таймов. Вид шестой – азиатский тотал. Речь идет о ставках с нецелочисленными показателями. Скажем, тотал больше 2,75 мячей. В этом случае ставка как бы разбивается на две. Игрок ставит на тотал больше 2,5 и тотал больше 3. Такие ставки дают игрокам двойную страховку от нежелательных для него исходов. Азиатскими бывают не только тоталы, но и форы. Вид седьмой – точный счет. Ставки для тех, кто умеет с высокой точностью оценивать шансы команд. Игроку предстоит угадать точный счет поединка. Коэффициенты на такие события приличные, в особенности если речь идет, к примеру, о хоккее.
Как можно делать ставки на спорт? Существует два варианта делать ставку на спорт. Первый вариант является классическим, это офлайн ставки в пунктах приема ставок ППС. Второй вариант более прогрессивный, это онлайн ставки. Вариант онлайн ставок намного удобнее и более эффективнее. Можно оперативно сделать ставку, не выходя из дома, что очень удобно. Однако решать, как именно делать ставки, только вам. Некоторые игроки делают ставки ППС и там же смотрят за событием по ТВ, ожидая результат. В пунктах приема ставок своя атмосфера, которая по нраву многим игрокам. Как сделать ставку онлайн? Основная масса современных гандикаперов делает ставку с компьютера или с телефона. Это удобно, безопасно и позволяет выбрать наиболее выгодные в плане коэффициентов предложения, изучив линии сразу нескольких букмекеров. При этом ставка делается мгновенно, а фактор времени при игре в лайве, то есть непосредственно во время события, играет важнейшую роль. Итак, 7 шагов, как сделать ставку. Шаг 1. Выбираем букмекерскую контору. Крайне важно выбрать надежную брокерскую контору, которая не режет максимуму успешным игрокам и исправно выплачивает честно заработанные деньги. Дадим несколько советов по выбору конторы. Первое. Ищите учреждения с безупречной репутацией и длительным опытом работы. Второе. Ставьте в конторах, которые имеют лицензию, выданную в Российской Федерации, а не в офшорной зоне. Третье. Выбирайте заведения с минимальными посредническими процентами и максимальными коэффициентами. В описании под видео мы прикрепим список из самых известных и надежных букмекерских контор. Шаг 2. Скачиваем и устанавливаем приложение на мобильное устройство. Если вы собираетесь ставить ставки через гаджеты и хотите всегда быть в курсе своих дел в конторе, обязательно скачайте мобильное приложение. Это не занимает много времени и дает доступ к ставкам независимо от вашего местонахождения. В конторах есть версии приложений для устройств с любыми популярными мобильными платформами. Шаг 3. Пополняем личный счет. Есть десятки способов пополнить личный счет. Открываем страницу пополнения счета в первой попавшейся конторе и изучаем варианты перевода денег. Пополнение может быть через электронные системы Яндекс.Деньги, WebMoney и другие, через банковские карты, почтовые переводы и другие популярные способы. Выбирайте наиболее удобный и выгодный вариант. Но помните, что некоторые системы берут за услуги посреднические проценты. Шаг 4. Запускаем приложение и выбираем необходимое событие. Состояние счета меняется после пополнения практически мгновенно. Теперь осталось только выбрать событие и изучить коэффициенты. В большинстве контор достаточно 2-3 кликов, чтобы найти нужное событие и исход. Шаг 5. Выбираем лучший коэффициент. Коэффициенты – это величина непостоянная. Они начинают меняться сразу, как только контора выставляет ежедневную линию. Изменение коэффициентов зависит от денежных потоков, аналитических расчетов букмекеров и прочих факторов. Если ставите на фаворита, лучше делать это как можно раньше, пока коэффициент не просел. А вот коэффициент на аутсайдера, андердога, имеет обыкновение слегка подрастать к началу события. Шаг 6. Делаем ставку и дожидаемся результатов соревнований. Ставим и ждем, пока событие закончится. Есть такие, которые из принципа не смотрят матч, на который ставят. Профессионалы же следят по возможности за каждым событием, на которое ставят. Но делают это не ради азарта, криков, гол и острых ощущений, а с целью анализа возможных ошибок. Шаг 7. Выводим полученные деньги. Итак, долгожданная победа. Выводим деньги и наслаждаемся триумфом. Советуем выводить деньги как можно чаще. Это позволяет вживую ощутить результат своих трудов. Профессионалы редко выводят из конторы все деньги. Если они хранятся на игровом депозите в долларах, то это почти так же надежно, как банковский вклад. Как выиграть у букмекерских контор в ставках на спорт? Если ты хочешь реально получать прибыль со ставок на спорт, то тебе придется разбираться в спорте не хуже самих букмекеров, то есть профессионал в своем деле. Надо следить за всеми событиями в спорте, на которые ты хочешь делать ставки, и анализировать их. Нельзя даже на день забывать про это, то есть надо жить спортивными событиями, быть во всех темах. Новостные порталы, форумы, сайты статистики, спортивные группы и так далее должны стать каждодневной рутиной. С этого момента надо забыть про ставки наугад. Всегда надо включать мозги, знания и анализировать полученные массивы информации. Если у вас есть замечания и дополнения по теме, то пишите их в комментариях ниже. Также вы всегда сможете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!